хочу, чтобы дом смотрел на горы, соответственно. Сейчас 3 часа. Солнце вон где вверху. Значит, восход у нас там будет. И вот оно вот так вот идет. Вот так. И вот туда садится. Даже вот туда оно уходит. В прошлом году я мечтал про мотоцикл. Купил себе мотоцикл. В этом году мечтал нечто о большем. И вот он теперь на моем участке мотоцикл. Классно! Вид шикарный. Круглый день солнца. Вон там будет закат. В прошлом видео мы остановились на том, что какой проект принимать не нужно. И мы рассматривали обвязку пола первого этажа. Остановились на лагах и выяснили, что техническое задание, которое было дано архитектору, не совпадает с теми вещами, которые сделал архитектор по архитектурному проекту, по рабочему проекту, извиняюсь. Здесь минимум должно быть 200-240, да, с запасом на запилы. Раз доска, два доска, 3 доска, 4 доска, 5 доска. Противоположной стороны примерно то же самое. То есть вот этот пиломатериал будет учитываться в стоимости. Понятно, да? Зачем мне делать запилы в доске? Вдумайтесь. Зачем мне делать запилы в доске, а это тоже работа, между прочим, которая будет учитываться как запилы в брусе, но будем использовать дополнительный пиломатериал. Проще же использовать конструкционную балку сечением 240, сделать запилы для лак и опустить лаги, скрепляя вот эту часть вот с этой частью и делая ее общей конструкцией. Как я уже сказал, лага будет работать и на вертикальную нагрузку, и на сдавливание, и на растягивание конструкции. Конечно, многие могут сказать, мол, Егор, зачем тебе там вообще лаги, если ты поставишь дом на бетонную плиту? Я скажу, ну блин, кто хочет ставить на бетонную плиту, а я вот не хочу ставить на бетонную плиту. Для этого тоже есть определенные условия. И я изначально планировал свой дом, свой проект своего дома таким образом, чтобы я мог разместить его на свайном фундаменте. Ну, одна из основных причин — это скорость. Не нужно возиться с проволокой, не нужно возиться с сетками, делать для них армировку. Не нужно париться по поводу бетона, когда его привезут, растаскивать там этот бетон. Я не хотел. В дальнейшем, соответственно, необходимо делать дренаж для дома на плите или дома на ленточном фундаменте. На свайном фундаменте, даже если ты не сделаешь дренаж, ничего ему не будет, этому дренажу, потому что естественный дренаж там в любом случае будет происходить, как и происходил там, когда дома не было. Поэтому изначально я планировал делать так, чтобы у меня дом стоял только на свайном фундаменте. Сегодня продолжаем разбирать рабочий проект, который мне выслали на проверку. И я вам напоминаю, что при строительстве вам, скорее всего, в наше нелегкое время не нужно доверять даже профессионалам. То есть вам нужно пересматривать. Почему? Потому что вы строите дом для себя, и вы должны то, что для вас важно, то и учесть. Зачастую люди, к которым вы обращаетесь, учитывают определенные вещи из опыта, но не из ваших личных соображений. Поехали. Дальше. Лаги пола второго этажа. В данном случае лаги размещены с выборкой для лестницы, определенными усилениями в этом месте. И основной усиленной композиции посередине, там, где будут стоять перегородки. В принципе, здесь тоже также не учтено, что я просил запилы в брус для
ласточкиного хвоста, как говорится, чтобы лаги могли скреплять две стены между собой, и это была общая несущая конструкция. Мне не хочется вот все эти места размечать, сюда потом ввинчивать опорные системы металлические, потому что, еще раз повторюсь, что один из важнейших критериев постройки дома является время. То есть, чем дольше вы тратите время на определенные операции, тем дороже стоит дом. В частном домостроении никто не учитывает свое время. Люди не привыкли свое время экономить. Они думают так: я сделаю сам, как-нибудь там на материалах сэкономлю. Но то, что они тратят колоссальное количество времени на вот эти все мелочи, они не учитывают. Но о времени мы поговорим в следующем видео. Но я вам так скажу. Многие заметили антураж у меня сзади. Я помогаю людям в решении определенных проблем. Кому интересно, я ссылку на свой второй канал оставлю в описании. Так вот, я оцениваю час своего времени, потраченного на определенные процедуры, на определенные, так сказать, дела. То есть я привык оценивать свое собственное время. Раньше оно стоило дешевле, когда я был не очень хорошим специалистом. Сейчас оно стоит дороже, потому что я достаточно хороший специалист. Но суть не в этом. То есть, когда человек учится ценить свое время, он начинает оценивать работу других специалистов, в том числе и свою, и потраченное время. То есть, сколько я времени потратил, и переводить это в деньги. То есть, если бы я, допустим, потраченный час оцениваю в 30 тысяч, ну пусть это будет тенге нашими, может это будет вашими 6 тысяч рублей, если это Россия смотрит меня, то если я потрачу на 2 лаги 1 час, это как бы норма, а если я на 2 лаги потрачу 4 часа, это уже не норма, это перерасход моего времени. А если это переводить в деньги, то это колоссальная сумма. Так вот, мне очень не хочется вот все вот это дело размечать и докупать дополнительный, тем более металлический материал в деревянном доме. Поэтому здесь данный критерий тоже был не учтен, о чем мной было заявлено. Хочу вам сказать, что на самом деле, когда мы будем разбирать уже мой готовый проект, там не будет этого решения. Мы отказались от запилов для лак на втором этаже под ласточкин хвост, потому что это, по словам ребят, с которыми я делал этот проект, это сильно удорожает конструкцию, хотя облегчает задачу стройки. Поэтому мы пришли к более простому решению, но не менее экономному во времени и не менее экономному в деньгах. Ну и, собственно, качество особо не будет страдать. Далее мы видим, скажите, как называется, я очень слаб в терминах, поэтому некоторые вещи буду говорить неправильно. Это поперечные прогоны, буду так их называть. Вот меня интересует вот этот прогон, мы увидим, что здесь цифра 2, обращаемся к сноске 2 и видим, что на 120 миллиметров. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, это стеклянный фасад. Стеклянный фасад. Теплопроводность мультифункционального стеклопакета равна 0,69. Теплопроводность самого хорошего утеплителя на данном этапе, на данном моменте, да, скажем, строительства и развития строительных технологий, это называется ПИР. Полиизоцинурат. У него теплопроводность 0,21. Ну, 0,2, мягко говоря. А эта балка 120 мм. И вот это стекло промерзнет, вот эта балка будет промерзать. 120 мм, чтобы вы понимали, это вот это расстояние. Вот оно, 120 мм. Если у вас будет температура на улице, давайте я переключу, покажу. 120 мм. Вот они. 120 мм. Это вот такое вот расстояние. Вот такая вот балка. Эта балка при температуре минус 20, минус 15 даже, она будет холодная и будет очень нехило проводить тепло из дома на улицу. И как видите, эта балка не одна такая. Хотя по техническому заданию мной было заявлено, чтобы обвязочные конструкции были не менее 200 мм. И было заявлено, чтобы был теплорасчет по данным конструкциям. Почему?
А потому что если я начну утеплять вот эту балку, если я начну вот эту балку утеплять снаружи, то это получится колхоз геморройный. Понимаете? Вот мы видим эту балку. Остекленный фасад. 120 миллиметров, она будет промерзать внутрь. Нет никакого смысла утеплять балку внутри дома. Почему? Потому что если вы утепляете балку внутри дома, вот, ну, внутренняя сторона дома, это наружная сторона дома, улица, вы уменьшаете теплопроводность на улицу. Это неплохо, это хорошо. Но даже при этом, если наружная балка будет промерзать внутрь, будет образовываться, все правильно, конденсат на холодной балке, даже если здесь утеплитель. У вас там будет сыреть балка. Поэтому из теплотехнических расчетов понятно, что такая ширина балки неприемлема для такого дома. Я сделаю небольшое лирическое отступление от всей вот этой демагогии и займусь другой демагогией. Я снимаю квартиру сейчас, ну и до этого я снимал тоже квартиру, только это была не квартира, я снимал офис 400 квадратов, и на территории этого офиса был домик. То есть у меня как бы работа под боком и дом под боком. Дом был из кирпича, стены достаточно приличной толщины, там, ну, блин, не соврать, это сантиметров, может, 60-70 они были. Понимаете, да? И я снимал его полгода, и 3 месяца из них пришлись на зиму. То есть декабрь, январь и февраль. Самые зимние месяцы. Причем все морозы, которые можно было там почувствовать в этом офисе, я почувствовал с лихвой. Суть в чем? Мы сейчас разговариваем про теплопроводность балок и других вещей. В этом офисе у меня был конференц-зал. В этом конференц-зале, в общем-то, очень много времени мы проводили на полу, потому что там гимнастику я преподавал, ну и другие вещи, связанные с упражнениями. Ну, иногда играли с детьми. И, как правило, иногда облокачиваешься на стену, садишься, да, там, когда разговариваешь, просто ведешь разговор. Что было понятно? Понятно было то, что вот в зимний период, на период где-то середина января и до середины февраля, да, там плюс-минус, невозможно было долго находиться возле стены. Почему? Потому что когда ты опираешься спиной на эту стену, буквально там 5 минут достаточно, чтобы ты почувствовал, какая стена, насколько она холодная. Тяжело было протапливать этот офис, хотя вот котел там стоял мощный, он на всю катушку работал. Короче, вообще тяжело было этот офис протопить, потому что дом не утепленный, то есть стены, как и есть кирпич, они были не утепленные. И суть-то в чем? Кирпич очень сильный аккумулятор тепла, именно поэтому печки, русские печи так обалденно работали. Они в себя тепла набирали, а потом все это время, пока она не топится, она тепло отдает в остывающий дом. И здесь такая же петрушка получается, да? То есть, во-первых, этот дом протопить тяжело, его нагреть тяжело, потому что кирпич начинает все в себя аккумулировать. Но если он не утеплен снаружи, он начинает все наружу отдавать. Ну, где меньше тепла, туда и отдает, соответственно. И что касательно этих балок. Вот эти балки при таких морозах, которые были у нас, да, там, до минус 30 опустилась температура, очень холодно было. Дом был из пеноблока, тоже не утепленный, пеноблок прямо инеем покрывался. Нормально, короче, так, придавило. Вот, и вот когда делают вот эти вот обвязочную конструкцию второго этажа из 120 доски, ребята, будьте готовы, что если вы не подумали про это, утепление снутри, оно вас не будет спасать, ну, от проблем с деревом. Она вас спасет, что тепло не будет уходить на балку, а от того, что балка будет сыреть, это вас не спасет, потому что сыреть она будет, ну, представьте, что вот на балке лежит утеплитель, вот тогда. А вот эти вот торцы, они, как правило, не утеплены. А как они утеплятся? Нечем их утеплять. И снаружи эту балку ты не утеплишь, потому что если ты утеплишь эту балку снаружи, то весь эстетический вид твоего фахверка просто приходит в негодность. Это, ну, ужас получается какой-то ужасный. Кровь из глаз, да, как говорится.
И, соответственно, если не подумать про этот момент, то у вас получится плохо. Я видел фахверки, которые строят дома самостоятельно, делают свои какие-то конструкции. Я не против того, что люди умеют делать руками, я против того, что некоторые вещи построены нелогично. Так вот, эта балка, представьте, что температура снаружи, она очень низкая, минус 20, минус 25. Ну и сделаем такую аналогию. Холод давит на балку. Холод давит на балку. Чтобы балка не промерзла, ей нужно противодействие этому холоду. Соответственно, снаружи должно давить высокая температура. Мы сделаем такую аналогию. И, соответственно, если такая штука происходит, то нет резкого перепада температуры внутри балки, то есть точка росы она как бы и не образуется. Здесь тепло, балка теплая, здесь холодная. Единственная проблема, что в фахверке это большой радиатор, соответственно, радиатор передает тепло туда, где его нету. Он будет его передавать наружу. А если сделать на балку утеплитель, да, вот таким образом, то сюда тепло уже не сможет проходить. Почему? Ну, потому что утеплитель он изолирует как от тепла, так и от холода. То есть тепло не может перейти на балку. Соответственно, здесь будет только холод давить. И балка будет вот по этим торцам всем, она будет промерзать, и на нее будет образовываться конденсат. Ну, если там плесень не образуется из-за антисептика, то она образуется где-нибудь в другом месте, там начнет сыреть стена или еще чего-то. Поэтому вот этот момент, он на самом деле очень важен. И вот я не понимаю, почему архитектор, я ругался с ними и не один раз, я человек вообще далекий от стройки, как я вот это понял, как я это подумал, а вы, блядь, годами работаете, не можете нормально просто головой подумать своей. Соответственно, вот такое вот отступление. И все это благодаря холодному кирпичному дому. Именно по этой причине я отказался от кирпичного дома. Потому что куча кирпичей нужно наложить, чтобы он нормально стоял. И эту кучу кирпичей еще нужно утеплить и внутри, и снаружи. Вот такой вот парадокс. И самым кульминационным моментом во всей этой системе является вот на этом рисунке. Вот здесь. Уверен, что тебе очень хочется узнать, что же там не так. Поэтому смотри мне в глаза. Ты знаешь, что делать. Ждем тебя на своем канале.